Большое спасибо. Я не знаю, насколько это будет оптимистично, но знаю, что у вас очень активные шли дискуссии эти 3 дня, и я попробую, как и у нас сложилось уже, высказать свою точку зрения по некоторым вопросам. Если в чем-то повторюсь, то вы, пожалуйста, не сердитесь, потому что я не следил за всеми дискуссиями. Но вначале хотел бы поприветствовать и господина Карзая, и господина Ма, господина Тоя, всех наших коллег, друзей, очень, я вижу, много в зале знакомых лиц. Рад всех приветствовать на заседании Валдайского клуба. По традиции этот форум посвящен дискуссиям по самым актуальным вопросам глобальной политики и экономики. На этот раз организаторы, как вот только что еще было сказано, еще один раз предложили весьма сложную задачу – попытаться заглянуть за горизонт, поразмышлять над тем, какими будут грядущие десятилетия для России и для всего международного сообщества. Конечно, нельзя до конца предугадать и учесть все возможности и риски, с которыми мы столкнемся, но нам нужно понимать, чувствовать именно ключевые тенденции, искать нетривиальные ответы на вопросы, которые ставят и еще наверняка поставят перед нами будущее. А темп событий таков, что реагировать на них нужно постоянно и быстро. Мир вступил в эпоху стремительных перемен. Реальностью, обыденностью становится то, о чем еще совсем недавно говорили как о фантастике, о чем-то совершенно несбыточном. Качественно новые процессы одновременно разворачиваются во всех сферах. Напряженная динамика общественной жизни разных стран, технологическая революция – все это переплетается с изменениями на международной арене. Обостряется конкуренция за место в мировой иерархии. При этом многие прежние рецепты глобального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся, часто не срабатывают, а новые еще пока не выработаны. Разумеется, интересы государств далеко не во всем совпадают. Это нормально, естественно, так было всегда. У ведущих держав разные геополитические стратегии, видение мира. Такова неизменная сущность международных отношений, построенных на балансе взаимодействия и конкуренции. Правда, когда этот баланс нарушается, когда под вопрос ставится соблюдение и даже само наличие общепризнанных правил поведения, когда свои интересы продавливаются любой ценой, противоречия становятся непредсказуемыми и опасными, приводят к жестким конфликтам. При этом ни одна реальная международная проблема в таких условиях и при такой постановке вопроса не решается. Отношения между странами только деградируют. Безопасности в мире становится меньше. Вместо продвижения прогресса, демократии, свободу рук получают радикальные элементы, экстремистские группировки, которые отрицают саму цивилизацию, стремятся ввергнуть ее в архаику и хаос, в варварство. История последних лет наглядно все это продемонстрировала. Достаточно посмотреть, что получилось на Ближнем Востоке, которые попытались переоформить, переформатировать под себя некоторые игроки, навязать чужую модель развития через управляемые извне перевороты, а то и просто напрямую силой оружия. Вместо того, чтобы сообща выправлять ситуацию, нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним. Некоторые наши коллеги делают все, чтобы хаос в регионе стал перманентным. Кому-то кажется до сих пор, что можно управлять этим хаосом. А вот некоторые современные опыты последнего времени все-таки показывают и положительные примеры. Имею в виду, наверное, вы ожидали, что я это скажу, сирийский опыт. Он как раз показывает, что такой самоуверенной и разрушительной политике есть альтернатива. Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона. Действует на основе международного права. И я бы хотел сказать, что эти действия и движение позитивное дается нам непросто. В регионе очень много противоречий. Но мы набрались терпения,
И с этим терпением, очень аккуратно, взвешивая каждый шаг и слово, работаем со всеми участниками этого процесса, уважая их интересы. И наши усилия, результативность которых когда-то, еще совсем недавно, коллеги ставили под сомнение, скажу аккуратно, все-таки вселяет сегодня надежду. Они оказались очень важными, правильными, профессиональными и ко времени. Или другой пример. Клинч вокруг Корейского полуострова. Наверняка вы об этом тоже много сегодня говорили. Да, мы, безусловно, осуждаем ядерные испытания, проводимые КНДР. Полностью выполняем при этом все решения в отношении Северной Кореи, принятые в рамках Совета Безопасности ООН. Я хочу это подчеркнуть, коллеги, чтобы здесь не было никакого двойного толкования. Мы выполняем все решения Совбеза ООН. Но решать эту проблему, безусловно, нужно путем диалога, а не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства и ругани. Нравится это или не нравится, нравится кому-то северокорейский режим или не нравится. Нельзя забывать, что Корейская Народно-Демократическая Республика – это суверенное государство. Любые противоречия нужно разрешать цивилизованно. Россия всегда выступала именно за такой подход. Твердо убеждены, даже самые сложные узлы, будь то кризис в Сирии или в Ливии, на Корейском полуострове или, скажем, на Украине, надо распутывать, а не рубить. В том, насколько хрупкой может быть стабильность даже в благополучном, состоявшемся государстве, наглядно показывает ситуация в Испании. Кто еще совсем недавно мог ожидать, что дискуссия о статусе Каталонии, имеющей давнюю историю, выльется в такой острый политический кризис? Позиция России здесь известна. Все происходящее – это внутреннее дело Испании и должно быть урегулировано в рамках испанского законодательства в соответствии с демократическими традициями. Знаем, что руководство страны предпринимает шаги в этом направлении. В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств. Вы знаете, в этой связи не могу не отметить. Раньше надо было думать об этом. Что, никто не знал о подобных длящихся веками противоречиях внутри самой Европы? Знали ведь, правда? Знали. Однако в свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу. А зачем же нужно было так бездумно, исходя из политической текущей конъюнктуры и желания угодить, прямо скажу, старшему брату из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово, провоцируя подобные процессы в других регионах Европы, да и в мире? Напомню, что когда Крым, например, также объявил о своей независимости, а затем и в результате референдума о присоединении к России, вот уже почему-то это не понравилось. А теперь вот, пожалуйста, Каталония, в другом регионе Курдистан. И это может быть еще далеко не исчерпывающий список. И возникает вопрос, а что мы будем делать? Как к этому относиться? Получается, на взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы за независимость и свободу, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов. Подобные, как мы говорим все время, двойные стандарты, вот ярчайший пример двойных стандартов, таят в себе серьезную опасность для стабильного развития Европы и других континентов, для продвижения интеграционных процессов во всем мире. В свое время апологеты глобализации убеждали нас в том, что гарантией от конфликтов и геополитического соперничества станет всеобщая экономическая взаимозависимость. Увы, этого не произошло. Больше того, характер противостояний усложнился. Они стали многослойными и нелинейными. Да, взаимосвязь – это сдерживающий, стабилизирующий фактор. Но вместе с тем мы наблюдаем все больше примеров, когда политика грубо вмешивается в экономические, рыночные отношения. Совсем недавно говорили, что это невозможно, контрпродуктивно, и этого нельзя допустить. Теперь сами, те, кто так говорил, теперь сами это все делают.
Некоторые даже не скрывают, что используют политические предлоги и поводы, чтобы продвинуть собственные, чисто коммерческие интересы. Так, недавний санкционный пакет, принятый американским Конгрессом, откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей, заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США, да и объемов-то еще там не хватает. Нам пытаются чинить препятствия в прокладке новых энергомаршрутов Южного и Северного потоков. Несмотря на то, что такая диверсификация логистики экономически эффективна, выгодна Европе, служит укреплению ее безопасности. Повторю, у каждого государства, естественно, есть свои политические, экономические и другие интересы. Вопрос в том, какими средствами их защищать и продвигать. В современном мире стратегический выигрыш невозможен за счет других. Подобная политика, основанная на самоуверенности, эгоизме, претензиях на собственную исключительность, ни уважения, ни истинного величия не принесет. А вот естественное, справедливое отторжение и противодействие неизбежно вызовет. И в результате мы получим дальнейший рост напряженности, противоречий, вместо того, чтобы вместе пытаться сформировать устойчивый, стабильный миропорядок, ответить на те техногенные, экологические, климатические, гуманитарные вызовы, с которыми сталкивается сегодня все человечество. Уважаемые коллеги, научно-технический прогресс, роботизация, цифровизация уже ведут к глубоким экономическим, социальным, культурным, ценностным сдвигам. Перед нами открываются немыслимые ранее перспективы и возможности. Однако при этом потребуется найти ответы и на множество вопросов. Каким будет место человека в треугольнике люди, техника, природа? Как поведут себя государства, в которых из-за климатических и экологических изменений могут попросту исчезнуть условия для нормальной жизни? Как при роботизации обеспечить занятость? Как будет трактоваться клятва Гиппократа в эпоху, когда врач будет обладать возможностями едва ли не всесильного волшебника? Наконец, не утратит ли человеческий интеллект способность контролировать интеллект искусственный? И не станет ли искусственный интеллект самостоятельным субъектом, независимым от нас? Раньше, оценивая роль и влияние государств, говорили о значении геополитического фактора, о размерах территории, обладании военной силой, природными ресурсами. Безусловно, это и сегодня важнейшие факторы. Однако теперь другим важнейшим фактором, без всяких сомнений, становится научно-технологический, и его значение будет только усиливаться. Собственно говоря, так было всегда, но сегодня это будет иметь прорывной характер и очень быстро будет решающим образом влиять на сферу политики и безопасности. Так, научно-технологический фактор приобретает универсальное политическое значение. Очевидно также, что никакие самые современные технологии сами по себе не обеспечат устойчивое развитие. Гармоничное будущее невозможно без социальной ответственности, без свободы и справедливости, без уважения к традиционным этическим ценностям, к достоинству человека. Иначе прекрасный новый мир вместо благоденствия и перспектив для каждого может обернуться тоталитаризмом, кастовым обществом, конфликтами и ростом противоречий. Уже сегодня растущее неравенство формирует у миллионов людей, у целых народов ощущение несправедливости и обделенности. И как результат – радикализация, стремление изменить положение вещей любым путем, вплоть до насильственного. Кстати, это уже было в истории многих стран, в том числе и в истории нашей страны, в истории России, когда вслед за успешным технологическим, индустриальным рывком следовали драматические потрясения и революционные срывы. Потому что не были вовремя разрешены накопившиеся социальные противоречия, не преодолены явные общественные анахронизмы. Революция – это всегда следствие дефицита ответственности. Как тех, кто хотел бы законсервировать, заморозить отживший, явно требующий переустройства порядок вещей, так и тех, кто стремится подстегнуть перемены, не останавливаясь перед гражданскими конфликтами и разрушительным противостоянием.
Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к русской революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были ее результаты, как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий. И зададимся вопросом, разве нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному пути, не ценой разрушения государственности, беспощадного слома миллионов человеческих судеб, а путем постепенного последовательного движения вперед? Вместе с тем, общественная модель, идеология во многом утопичные, которые на первом этапе после революции 1917 года пыталось реализовать образовавшееся новое государство, дали мощный стимул для преобразований по всему миру. Это совершенно очевидный факт, это нужно тоже признать. Вызвали серьезную переоценку модели развития, породили соперничество и конкуренцию, выгоды из которых, я бы сказал, в большей степени извлек именно так называемый Запад. Что имею в виду? Это не только геополитические победы по итогам так называемой «холодной войны», ответом на совсем другое. Ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения XX века, имея в виду повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации, которая, напомню, еще несколько десятилетий назад была постыдной практикой во многих странах, включая Соединенные Штаты. После радикальных изменений, которые произошли в нашей стране и в мире на рубеже 80-х, 90-х годов, возник действительно уникальный шанс открыть по-настоящему новую страницу истории. Имея в виду период после того, как Советский Союз прекратил свое существование. К сожалению, западные партнеры, разделив геополитическое наследие СССР, уверовали в собственную неоспоримую правоту. Объявив себя победителями в холодной войне, о которой я только что упоминал, стали открыто вмешиваться в дела суверенных государств, экспортировать демократию так же, как в свое время советское руководство пыталось экспортировать социалистическую революцию по всему миру. Мы столкнулись с переделом сфер влияния и расширением НАТО. А самоуверенность всегда оборачивается ошибками. Итог печален. Это потерянные 2,5 десятилетия, множество упущенных возможностей и тяжелый груз взаимного недоверия. Глобальный дисбаланс при этом только усилился. Да, мы слышим декларации о приверженности решению мировых проблем. Однако на деле видим все больше проявлений эгоизма. Эрозии подвергаются международные институты, призванные гармонизировать интересы и формулировать совместную повестку дня. Девальвируются базовые многосторонние международные договоры и важнейшие двусторонние соглашения. Ну вот, мне только что сказали, буквально несколько часов назад президент Соединенных Штатов в социальных сетях высказался по поводу сотрудничества России и Соединенных Штатов в одной из очень важных областей в сфере ядерного взаимодействия. Действительно, это важнейшая сфера взаимодействия между Россией и Соединенными Штатами, имея в виду, что Россия и США несут особую ответственность перед всем миром, как две крупнейшие ядерные державы. Но я вот воспользуюсь этим, все-таки хотел бы сказать поподробнее. А что же происходило вот в эти годы, в эти десятилетия, в этой важнейшей сфере, чтобы дать более полную картину? Займу у вас дополнительно не больше 2 минут. В 90-х годах было заключено несколько знаковых двусторонних соглашений. Первое. 17 июня 1992 года это программа Нано-Лугара. И второе, 18 февраля 1993 года, программа ВОУ-НОУ. Это высокообогащенный уран переводился в низкообогащенный, поэтому ВОУ-НОУ по латинице.
Проекты по первому соглашению касались модернизации систем контроля, учета и физической защиты ядерных материалов, демонтажа и утилизации подводных лодок и радиоизотопных термоэлектрических генераторов. В рамках выполнения российских обязательств американцы совершили, прошу внимания, это не секретная информация, но просто об этом мало кто знает, 620 проверочных визитов, причем в святая святых российского ядерного оружейного комплекса, на предприятиях, занимающихся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов, наработкой плутония и урана оружейного качества. США получили доступ на все совершенно секретные объекты Российской Федерации. При этом соглашение носило фактически односторонний характер. В рамках второго соглашения американцы совершили еще 170 визитов, теперь на наши обогатительные комбинаты. Причем в самые закрытые их зоны, в узлы смешивания и на склады хранения материалов. На самом мощном в мире ядерном обогатительном Уральском электрохимическом комбинате был даже оборудован постоянно действующий американский наблюдательный пост. А прямо в цехах этого комбината были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день ходили как бы на работу. Да не как бы, ходили на работу. А в их помещениях, как водится в таком случае, на совершенно секретных российских объектах, стояли американские флаги. Кроме того, был составлен список из 100 американских специалистов от 10 различных организаций США, которые получили право проводить дополнительные инспекции в любое время и без всякого предупреждения. И все это продолжалось на протяжении 10 лет. В рамках этого соглашения в России было выведено из военного обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерных боезарядов. Программа ВОУ-НОУ стала одной из самых эффективных мер реального разоружения в истории человечества. Могу сказать это с полной уверенностью. Каждый шаг российской стороны при этом скрупулезно контролировался американскими специалистами, тогда как сами США ограничились гораздо более скромными сокращениями своего ядерного арсенала, причем сугубо в порядке доброй воли. Наши специалисты посещали предприятия ядерного оружейного комплекса США тоже, но только по приглашению и на условиях, определенных самой американской стороной. С российской стороны, как вы видите, была продемонстрирована абсолютно беспрецедентная открытость и доверие. Кстати говоря, мы еще, наверное, поговорим об этом. Что мы от этого получили, тоже хорошо известно. Полное игнорирование наших национальных интересов, поддержка сепаратизма на Кавказе, действия в обход Совета Безопасности ООН силового характера, скажем, бомбардировки Югославии и Белграда, ввод войск в Ирак и так далее. Ну, понятно. Посмотрели, в каком состоянии ядерный комплекс, вооруженные силы, экономика. Международное право уже оказалось ненужным. В 2000-е годы в нашем сотрудничестве со Штатами наступил новый этап действительно равноправного партнерства. Он ознаменовался заключением ряда стратегических договоров, соглашений в области мирного использования ядерной энергии, известного в США как соглашение 123. Однако в 2014 году американская сторона в одностороннем порядке фактически работу в рамках соглашения прекратила. Вызывает недоумение, озабоченность и ситуация вокруг соглашения об утилизации оружейного плутония от 20 августа в Москве было подписано и 1 сентября в Вашингтоне 2000 года. В соответствии с протоколом к этому соглашению предусматривались зеркальные действия сторон по необратимому переводу оружейного плутония в состояние, не позволяющее его использовать в военных целях, путем изготовления из него так называемого МОКС-топлива и последующего сжигания в реакторах. Какие-либо изменения в этот метод допускались только по согласованию сторон. Так записано в соглашении, в протоколах.
Что сделала Россия? Мы разработали это топливо, построили завод по серийному производству и, как обязались в соглашении, построили реактор БН-800, позволяющий безопасно сжигать это топливо. Россия выполнила все, хочу это подчеркнуть, все взятые на себя обязательства. Что делали наши американские партнеры? Они начали строить завод Саванна-Ривер. Первоначальная стоимость 4,86 миллиарда долларов. Истратили, правда, почти 8 миллиардов. Довели готовность этого предприятия строительством до 70%, а потом стройку заморозили. Но вот, насколько нам известно, в бюджетной заявке на 2018 год запрашивается 270 миллионов долларов на свертывание и консервацию этого объекта. Вопрос возникает, как обычно, где деньги? Украли, наверное? Или что-то неправильно посчитали, когда планировали строительство? Такое бывает. И у нас такое бывает сплошь и рядом. Но нас не это интересует, это не наше дело. Нас интересует, что с ураном, что с плутонием. Как же утилизация самого плутония? А это предполагается осуществить методом, оказывается, разбавления и геологического захоронения. Но это полностью противоречит и духу, и букве соглашения, а главное, не гарантирует невозможность возврата материала оружейного качества. Все это очень печально и вызывает недоумение. Далее. Россия более 17 лет назад ратифицировала договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. США не сделали этого до сих пор. Критическая масса проблем в сфере глобальной безопасности нарастает. В 2002 году, как известно, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне. А будучи в свое время инициаторами Конвенции о запрещении химического оружия и международной безопасности, сами инициировали это соглашение. Своих обязательств не исполняют. По сей день остаются единственным и самым мощным обладателем этого вида оружия массового уничтожения. Более того, США передвинули сроки ликвидации своего химоружия с 2007 аж на 2023 год. Для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля над вооружениями, это не солидно. В России же, напротив, этот процесс был полностью завершен 27 сентября текущего года. Тем самым наша страна внесла серьезный вклад в укрепление международной безопасности. Кстати говоря, ведущие западные СМИ предпочли этот факт замолчать. Не заметили. В Канаде где-то там промелькнуло один раз, и все затихло. А ведь накопленным ранее российским, советским арсеналом химического оружия можно было неоднократно уничтожить все живое на нашей планете. Убежден, пора отказаться, безусловно, от устаревшей повестки дня. Я говорил о том, что было, но нам без всяких сомнений нужно посмотреть вперед. Надо перестать оглядываться назад. Это ясно. Я говорил это для того, чтобы понять, из чего складывается сегодняшняя ситуация. Давно назрел откровенный разговор, участниками которого была бы не только некая группа избранных, вроде как самых достойных и продвинутых, а все глобальное сообщество. Представители разных континентов, культурно-исторических традиций, политико-экономических систем. В меняющемся мире мы не можем позволить себе не быть гибкими, открытыми, способными на быструю и точную реакцию. Ответственность перед будущим – вот что должно нас объединять. Особенно в такие времена, как сейчас, когда меняется действительно все и сразу. Человечество никогда не обладало таким могуществом, как теперь, такой властью над природой, пространством, коммуникациями, над собственным существованием. Но эта власть распылена, ее элементы в руках государств, корпораций, общественных и религиозных объединений и даже отдельных граждан. Ясно, что сложить все эти элементы в единую, эффективную, управляемую архитектуру очень непросто. Потребуется тяжелая, кропотливая работа. Хочу отметить, Россия готова участвовать в ней вместе со всеми заинтересованными партнерами. Уважаемые коллеги,
каким мы видим будущее миропорядка и глобальной системы управления. Например, в 2045 году, когда вековой юбилей будет отмечать Организация Объединенных Наций. Ее создание стало символом того, что человечество, несмотря ни на что, способно вырабатывать общие правила поведения и следовать им. А вот когда от этих правил отступали, неизбежно сталкивались с кризисами, негативными последствиями. Вместе с тем, за последние десятилетия было несколько попыток принизить роль этой организации, дискредитировать ее или просто-напросто поставить под свой контроль. Все эти попытки предсказуемо провалились или зашли в тупик. На наш взгляд, ООН с ее универсальной легитимностью должна оставаться центром международной системы, и всеобщая задача – повышать ее авторитет и эффективность. ООН нет альтернативы сегодня. Что касается права вето в Совете Безопасности, которое также пытаются иногда поставить под сомнение, то напомню, что этот механизм задумывался и создавался для того, чтобы избежать прямого столкновения наиболее могущественных держав, как гарантия против произвола и авантюр, чтобы ни у одной, даже самой влиятельной страны, не было возможности придать видимость законности своим агрессивным действиям. Разумеется, чего греха таить, здесь все эксперты себя знают, что некоторые действия были такими, что ООН задним числом легитимировала действия отдельных участников международного общения. Но хоть так, но это тоже ни к чему хорошему не приведет. Реформы нужны, совершенствование системы ООН нужно. Но реформы могут быть только постепенными, эволюционными. И, конечно, они должны быть поддержаны подавляющим большинством участников международного процесса внутри самой организации, широким консенсусом, как в МИДе у нас говорят. Залог эффективности ООН в ее представительности. В ней присутствует абсолютное большинство суверенных государств мира. И через годы, десятилетия базовые принципы ООН должны сохраняться, поскольку нет иной структуры, способной отразить всю палитру мировой политики. Сегодня в мире возникают новые центры влияния и модели роста, складываются цивилизационные альянсы, политические и экономические объединения. Это многообразие не поддается унификации, поэтому надо стремиться к гармонизации сотрудничества. Региональные организации в Евразии, Америке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе должны действовать под эгидой ООН и координировать свою работу. При этом каждое объединение вправе функционировать по собственным представлениям и принципам, отвечающим их культурным, историческим, географическим особенностям. Важно сочетать глобальную взаимозависимость и открытость с сохранением уникальной идентичности каждого народа и каждого региона. Надо с уважением относиться к суверенитету как к основе всей системы международных отношений. Уважаемые коллеги, каких бы потрясающих вершин не достигала техника, историю творит, конечно же, человек. И она такова, эта история, какой ее делают люди, с их достижениями и слабостями, подвигами или ошибками. Наше будущее может быть только общим. Отдельных будущих у кого-то отдельно не бывает, не будет, во всяком случае в современном мире. И ответственность за то, чтобы этот мир был бесконфликтным и благополучным, лежит сегодня на всем мировом сообществе. Как вы знаете, в эти дни в Сочи проходит 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодые люди из десятков стран общаются со сверстниками, обсуждают проблемы, которые их волнуют. Им не мешают ни культурные, ни национальные, ни политические различия. И все они мечтают о будущем, верят, что их жизнь, жизнь новых поколений станет лучше, справедливее и безопаснее. И наша задача, наша ответственность сегодня сделать все, чтобы эти надежды обязательно сбылись. Спасибо большое вам за внимание.